Что такое кручение? Об этом сегодня. Приветствую вас, рад видеть на своем канале. И сегодня о том, что такое кручение и как строятся эпюры крутящих моментов. Как мы уже говорили, крутящий момент старается повернуть одно сечение относительно другого, сворачивая или скручивая образец или конструкцию. Поэтому эта деформация называется кручение. Момент, как всегда, состоит из пары сил, но чаще всего, чтобы не находить плечи и не рисовать сила на плечо, мы записываем сразу мкр, там 1, 2 и 3 и так далее. Вот такая особенность. Начинают рассматривать обычно с круглых валов и кручения для круглых поперечных сечений. Потом об этом чуть позже. Как всегда, для того, чтобы найти внутреннее усилие, нужно сделать сечение. Вот эта схема более объемная, тяжело рисовать. Упрощенно она изображается так. Это ось вала. Здесь у нас один момент вращает по часовой стрелке, а второй против часовой. Как это нужно сделать? Надо представить себе, что мы стоим вот здесь, под этой стрелочкой. И, конечно же, представлять себе часы. Ну и тогда мы увидим стрелочки часовые, нечасовые. Вот. И тогда, когда мы сделали сечение, мы видим, что здесь крутящие моменты и больше ничего. Значит, мкр от x равняется мкр1. Дальше для себя мы принимаем правило знаков по часовой плюс или минус. Но обычно принимают минус. Поэтому минус мкр1. То есть на первом участке у нас плюс вверху, минус внизу, значит мы здесь отметим минус мкр1. И дальше, чтобы эпюры изгибающих моментов отличались от эпюр крутящих моментов, рисуют вот такую вместо штриховки спираль. Для того, чтобы было проще, добавлю цифры. Допустим, мкр1 будет 50 килоньютонов на метр, мкр2 пусть будет 100 килоньютонов на метр. Тогда здесь у нас минус 50. Дальше. Следующее сечение делаем вот здесь. И, конечно же, рассматриваем весь кусочек. Здесь у нас действует мкр1. Здесь у нас действует мкр2 в противоположную сторону. X изменяется от 0 до b, x2. И тогда вот здесь в сечении внутреннее усилие мкр от x2 будет равняться мкр1 минус мкр2. То есть минус 50, да, минус плюс. Минус 50 плюс 100 получаем плюс 50 килоньютонов на метр. Дорисуем то, что мы получили. Плюс 50 вот здесь вот пошло. Плюс здесь вот так. Плюс 50. Что это означает? Означает, что в конце, в заделке, остается крутящий момент, который будет равняться 50 килоньютонам на метр. Дальше нам нужно просто представить себе, в какую он будет сторону направлен. Когда мы идем с этой стороны, плюс у нас против часовой стрелки должен быть. С этой стороны против часовой, так и вы нарисуем. Вот здесь в заделке момент заделки крутящий будет равняться 50 км на метр и направлен в противоположную сторону, конечно, этому моменту. Вот так просто строятся эпюры на кручение. На самом деле плюс и минус это не принципиальные вопросы. И это будет понятно, когда мы приступим к расчету на прочность, на кручению. Тогда будет понятно, что такое напряжение и как они связаны со знаком момента. Пока скажем так, что в принципе можно брать один
Первый, например, со знаком плюс, второй, если направлен в противоположную сторону, со знаком минус. И никто нас за это не накажет, это будет правильно. На этом сегодня закончил. Будьте здоровы, до свидания. Рад вас был видеть. Всего хорошего.